Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Эй, Никита. Сегодня мы гуляем в Нишка-Бане. Прекрасное место, нам здесь всегда нравится, каждый раз, когда мы приезжаем, причем в любое время года. Здесь хорошо и осенью, и зимой, и летом шикарно. Везде духота, жара, здесь такой чистейший воздух, столько деревьев, горы. Место великолепное. Хотим рассказать вам, как мы переезжали из России в Сербию. Процесс вообще нашего поиска жилья, как нам это, в принципе, когда мы на это решились, почему мы на это решились, как мы все это осуществили. В общем, постараемся не углубляться прям в сильные подробности, потому что понятно, что там за 20-25 минут полностью не расскажешь все. Но сегодня еще разочек мы вспомним все, как мы переезжали. И, в принципе, для этого есть очень хороший повод. Сейчас как раз ровно год, как мы переехали жить в Сербию. В июле мы переехали. Вот, и сейчас исполнился ровно год, как мы здесь уже живем. Но квартиру мы купили еще 3 года назад. То есть мы приехали из России, купили квартиру здесь, в городе Ниш, в Сербии, и оформили ее, так как это была новостройка. Мы заключили предуговор у нотариуса, оплатили половину и вернулись в Россию, потому что сын учился в институте, ему надо было еще 2 года учиться, закончить институт, и потом через 2 года мы планировали перебраться сюда совсем. Так и получилось. В общем-то, наши планы так и осуществились. Через год после того, как мы оформили предуговор, мы еще раз приехали в Сербию, летом тоже, и уже заключили сделку у нотариуса, то есть договор покупки квартиры, уже не предуговор, а полностью, и оплатили всю сумму за квартиру. Но так как еще сыну было год учиться, мы снова вернулись в Россию. И через год уже переехали, в прошлом году переехали сюда на постоянку. Случилось то, что случилось. Мы решили переехать. Можно было перевести 10 тысяч долларов или эквивалент в любой валюте. В евро это получалось там 9, Чуть меньше, там да, 9 чем-то, да. 9300 на тот момент, примерно так. Вот 9 с чем-то мы на человека положили в рюкзаки и, собственно, руками вывезли. Причем на таможне нас спрашивали, а вы везете с собой валюту? Мы говорим, да. Она говорит, а сколько? Мы говорим, ну, 9300 евро по границе. Она такая, точно? Действительно было так, мы никого не обманули. У нас была вот эта сумма разрешенная, плюс там 3 копейки, которые просто остались с собой. Да, и, кстати говоря, считается все деньги вместе. Вот если вы везете в евро или в долларах, этот эквивалент разрешенный, да, 10 тысяч долларов, то сюда же входит и сумма, если у вас вдруг завалялось в кошельке, там, не знаю, там 1000 рублей какая-нибудь на дорогу. То есть наличные все в любой валюте считаются. Не считаются только на карточке. Если вы везете карточку российскую, на ней деньги, то это не считается. Вот. А к этой сумме приплюсовывается любая валюта, которая у вас есть. В эквивалент 10 тысяч долларов. Вот так должно быть. Ну, у нас с собой рублей практически не было. У нас была карточка. И по максимуму евро. Везли мы не доллары, а евро. И я сразу скажу, что иногда спрашивают, можно ли здесь рубли поменять. Так вот, рубли точно сюда везти не надо, мы уже об этом говорили, что только лучше всего евро. У нас никогда не было лишних денег, то есть как бы мы всегда привыкли экономить, и мы купили квартиру ровно на ту сумму, которую выручили с продажи квартиры, которая у нас была в Подмосковье. Вот это вот, за которую мы только выплатили ипотеку. Ровно в эту сумму мы уложились. Ну, плюс оформление, естественно. Нам даже не хватило приобрести машиноместо. То есть только за квартиру. Машиноместо стоило отдельно 200 тысяч. 200 это в динарах, да, получается? Чуть-чуть больше, он 2000 евро хотел. Да, 2000 евро, ну, там чуть больше 200 тысяч получается. Вот, и нам даже на это не хватило денег. То есть мы уложились только в квартиру и только в ее оформление. И поэтому мы всегда экономили, приобретая эти евро в России. Мы выжидали ну, как сказать, выгодный курс, так как разница в России очень большая бывает, в течение дня буквально. Мы это прям, ну, знали, что там есть перепады, но не знали, что до такой степени. То есть мы, когда стали покупать евро, стали смотреть, в каком банке какой курс. Тем более в каждом банке этот курс менялся в течение дня. Утром мог быть один, через час он уже другой, чтобы купить эти евро, обменять.
И мы прям вот постоянно сидели в телефоне и отслеживали. И было так, что я даже брала какую-то большую сумму денег на работу в сумочке. И, конечно же, никому об этом не говорила, просто молча сидела, делала вид, что у меня там просто расческа лежит. Вот, потому что я понимала, что мне нужно вот сегодня, сейчас поехать и купить, чтобы сэкономить, потому что с большой суммы, естественно, это будет большая разница. Да, Вот. тогда перепады очень серьезные были. Я помню, что когда мы уже приехали здесь и открыли счета, и все стало возможным, э, мама увидела в приложении, постоянно смотрела за этим, видела, говорит: Никита, Никита, срочно! Да. Настал момент, переводим. Потому что курс что-то там больше, чем на десятку, по-моему, изменился, и мы решили, что да, Да, то есть лучше уже мы это. скупали потихонечку, по выгодному курсу, не тогда, когда нам просто вот было удобно, поехали, все, купили, потратили, купили евро. Нет, мы так не делали. Мы прям каждый день понемножку, понемножку отслеживали этот выгодный курс, ловили его, даже он мог быть в другом городе. Мы ехали, например, в ближайший там какой-то, но не в наш город, и покупали там. Но вставал вопрос, а где хранить эти деньги? То есть, конечно же, мы не сумасшедшие, чтобы держать большую сумму денег дома. А, как известно, в России на счету нельзя держать валюту, потому что ты ее можешь туда положить, но перевести ты снять ее уже не сможешь. То есть не было никакого смысла это делать. И вдруг нам пришла идея, а почему бы не открыть банковскую ячейку? И это оказалось очень удобно. Поэтому вот у кого стоит такой вопрос, где хранить, вот могу посоветовать. Мы этим воспользовались, и нам это сильно помогло. Это стоило не очень дорого. За, по-моему, месяцев 8 мы пропользовались, да, этой ячейкой, что-то такое. Ну, в общем, чуть больше полугода. Мы заплатили 7 или 8 тысяч. В общем, где-то в таких вот пределах. Если учесть, что с этой суммы вы покупаете по выгодному курсу, а на следующий день вы можете купить не по выгодному курсу, то есть эти деньги, они в принципе отбивались. То, что мы заплатили за банковскую ячейку. И достаточно удобно, то есть мы просто подкупали, приносили, клали туда, снова подкупали, когда выгодный курс, потом приносили, клали, и в предпоследний день перед вылетом мы просто пришли, все забрали оттуда, и и все. И, то есть мы там, сохранили ту сумму, которую мы можем вывести руками. То есть эквивалент в долларах 20 000 на двоих, так как мы ехали вдвоем. Вот. А все остальные деньги у нас лежали в Райфе. И, как Никита вот уже стал рассказывать, расскажи дальше. Да, оставшаяся сумма была на Райффайзенбанке, который на тот момент позволял ее перевести, поэтому мы ее там и оставили. В принципе, эти деньги, поскольку они находились на счету, уже было сказано, что это не считается за то, что вы провозите. Мы их просто оставили в России и уехали в Сербию. Уже в Сербии, находясь, открыв счета в местном банке, когда смогли что-то принять, мы стали ждать момента, когда их переводить. Момент настал, кнопочка в приложении была нажата, и вся необходимая сумма перешла сюда. Вот. При этом у сербского банка, в общем, никаких вопросов к этому нет, потому что, ну, это официальный перевод, там, через банки-корреспонденты и так далее. В общем, нормальная, обычная схема на тот момент. Просто количество банков, которые могли это провернуть, уже постоянно сокращалось. Это был обычный SWIFT-перевод. Мы ехали в Сербию, можно сказать, не понимая, что мы будем приобретать, то есть мы еще не знали, купим мы точно или нет. Поэтому у нас основная сумма-то, конечно, и находилась в России еще на счету в банке. То есть мы не переводили заранее сюда ничего. У нас не было здесь ни счета, ничего. Готовиться мы стали к покупке квартиры где-то за полгода, как я сказала. Может быть, кто-то будет не согласен. Пишите, пожалуйста, конечно, любые комментарии, но это был наш выбор, и я на тот момент поняла, что это будет правильный шаг. Мы именно так должны поступить. И моей уверенности не было предела. Я считала, что я никогда в жизни не чувствовала себя более уверенной, что я делаю все правильно, как вот именно с выбором этого переезда. Не знаю почему, но я четко была уверена, что я делаю все правильно. Вот. И, в общем-то, не была уверена, единственное, что все ли у нас получится. И тогда мы с сыном решили просто отнестись к этому как
ну давай съездим как типа в отпуск. Вот мы просто отдохнем, да. Если у Попробовать нас стоит. если у нас не получится приобрести жилье, ну вот что-то не получается, не попадаем мы в сумму, не нравится нам это жилье, еще что-то, то не будем сильно расстраиваться, отнесемся к этому, как просто мы съездили в отпуск вот, в Сербию, посмотрели Сербию, и все на том. И, к нашему удивлению, прошло все очень-очень гладко. То есть как будто бы так и должно было быть. Вот, так как я была в этом уверена, что так нужно сделать, что все будет хорошо, у нас, в общем-то, так все и прошло. Все гладко. С маленькими нюансами, какими-то, такими несерьезными проблемками, которые тут же решались в один день, в принципе. То есть глобальных каких-то проблем у нас не было, ни Ну, с поиском, ни с оформлением. стоит заметить, что это все благодаря должной подготовке. Если вы что-то такое планируете, всегда надо открывать интернет, не просто интернет, а какие-то проверенные источники информации. Может быть, локальные группы, может быть, сайты, которые... Ну, сейчас не секрет, что куча гайдов потом, как приехать в Сербию, как тут устроиться, разрешение, легализация и все прочее. Это все есть в открытом доступе, легко гуглится и читается. Поэтому вот по таким источникам мы и смотрели, и прикидывали, а как это получится, что для этого нужно. Может быть, что-то стоит сделать заранее, как вот тут с подготовкой денег получилось, да, там и ячейкой, и узнать, какой банк переводит, и как мы их получать будем, и так далее. Конечно, у нас не было массы информации, мы узнавали все сами. Я пересмотрела кучу роликов, как это правильно сделать. Я обходила сама ножками все банки, узнавала, каким образом можно перевести в Сербию, какие банки работают с сербскими банками, какие нет. То есть мы все это делали сами. Никто не было такого человека, который нам прям взял вот так вот, сказал, вот делайте вот так вот, и все. То есть мы узнавали все сами. Единственное, что, конечно, у нас была уже такая подсказочка. У нас здесь знакомый жил, который наш, как это называется слово? Земляк. 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 Наш земляк, да, из нашего города. Он здесь жил уже в нише, жил уже, наверно, около 2 лет. И, в принципе, конечно, он нам где-то что-то подсказывал, но, у него не было опыта приобретения квартиры, именно покупки. Поэтому в этом, мы сами все узнавали. То есть про город он нам рассказывал, про Сербию, но именно процесс оформления покупки, как деньги переводить, мы все это узнавали сами, самостоятельно. Вот, и немножко я уже общалась вот с Алексеем, с которым я вас тоже знакомила на своем канале, с которым мы записываем ролики. Он занимается подбором недвижимости, и не только подбором недвижимости. И всякие вопросы по поводу переезда вы можете ему тоже задавать, писать мне, я ему передам. И мы с ним снимаем совместные ролики. То есть он отвечает в этих роликах на все ваши вопросы, которые вы ему можете задать. Это касается и открытия ИП, закрытия ИП, приобретения квартиры, в общем, много-много вопросов всяких. Он здесь живет уже много лет, порядка 8, по-моему, он рассказывал. Вот. С 13 года вообще. В общем, что-то много лет он уже живет здесь, все знает, поэтому человек опытный. Мы с вами сейчас делимся своим собственным опытом, а, да, подбора квартиры. В общем, давай так. Мы приехали в один прекрасный день, мы купили билеты, когда уже были к этому готовы, то есть мы уже продали квартиру, положили. Но у нас была еще квартира Никиты, вот в ней мы жили, то есть мы не остались бомжами, мы одну продали, а в другую переехали жить в Россию. И узнав уже определенную информацию, которую мы хотели, все это разузнав, все это про банки, про то, где искать, что где стоит, мы просто купили билет на самолет и в один прекрасный день улетели из Москвы, прилетели в Белград. Рассказывай. Какая-то жуткая пчела к нам прилетела. Ничего, она сидит, тебя не трогает. Ладно, ладно. А, Прилетели и купили квартиру в нише. И Ну, притом не случайно. нет, это ты прям сразу это урезал слишком много. Ну да. То есть это выглядело так, что мы что-то первое попавшееся взяли, но на самом деле нет. Была длинная история, как мы, собственно, сюда попали. Начали мы с Белграда, потому что это столица, потому что там достаточно много возможностей, и а, было желание посмотреть этот город в первую очередь. Да. Мы связались с несколькими риэлторами, вот мать написывала людям, спрашивала, а что у вас есть, а у нас вот такая ситуация, у нас вот такой бюджет, посмотрите, пожалуйста. Ну, по итогу выяснилось, что
ничего толкового нам предложить не могут за наш бюджет, потому что Белград дорогой, сюрприз-сюрприз. То есть там были цены, ну, просто либо очень малый метраж, либо состояние не очень, либо она не зарегистрирована, то есть не укнижена. Нет, в нашу стоимость там были просто квартиры вот, ну, 15 метров, то есть где невозможно жить вдвоем, то есть это для кого-то одного человечка, и то маловато. То есть вот минимум метров еще в эти деньги можно было купить, а эти деньги это 60 тысяч евро. Мы выручили с нашей квартиры, вот на них мы и рассчитывали. Но при этом нам надо было еще и оформить квартиру, то есть уложиться сюда и в оформление. Вот, поэтому в Белград точно нет, там цены как в Москве, а мы жили не в Москве, квартиру продали, а в Подмосковье. И тогда мы попробовали, раз не Белград, то хотя бы что-то близко к Белграду, то есть чтобы ездить можно было на работу. Мы побывали в Панчево, излюбленный район тех, кто хочет ездить на работу в Белград. Да. А, Мы посмотрели несколько квартир. Одна была в доме такой старой, относительно старой постройки советского времени. На первом этаже с довольно странной планировкой. И, в общем, она нас не устроила тем своей сутью, то, что Это, она в из себя общем, это, представляла. короче, скажу так, это была такая прям совковая квартира на первом этаже в стареньком совкового периода доме, а, абсолютно неправильной какой-то планировки, потому что там масенькая комната была и какая-то пристроечка, непонятно что это. И второй момент, который был важен, это транспортная доступность. Мы спросили риэлтора, а как, собственно, в Белград добираться. На что он нам ответил, что ходят автобусы через мост, можете ездить, а также есть электричка. Но потом выяснилось, что эта электричка ходит очень редко, это вообще не вариант ездить в центр, только, не знаю, по выходным за картошкой или в каких-то экстремальных случаях. А на автобусах можно добираться, и многие так и делают, но сейчас довольно серьезные пробки, люди жалуются, говорят, что если мост встанет, то Да. вы никуда не уедете вовремя уж точно. Нам не понравилось, мы услышали, что там находится, как он, нефтеперерабатывающий, да, завод. То есть там были вопросики по экологии все-таки. Нам сказали, что там не очень хорошо с экологией, поэтому мы тоже насчет этого задумались, а стоит ли в таком месте брать жилье. И в результате мы еще одну квартиру, да, посмотрели, подкрышная там была, подкрышная квартира, но она, мы в нее, по деньгам мы в нее попадали, но она была не маленькая, но тоже мы в нее зашли и как-то так вообще никак она нам не понравилась, потому что непривычно. Нет окон, только в крыше вот пару окон. И подкрышные квартиры — это всегда лотерея. То есть там может быть очень нехорошо жить, потому что она может либо течь, либо быть холодной квартирой из-за того, что она подкрышная, либо наоборот слишком жаркая летом, душная, потому что это под крышей. Поэтому тоже вариант такой себе был. Мы не стали, в общем, мы не попали в какую-то хорошую там квартирку, в наши деньги, и поэтому еще были еще вопросы с экологией, с добиранием в Белград, поэтому в Панчево мы тоже ничего не купили. Дальше были Яблочки, или на сербском Яблочко. Яблочки, да-да, Да, яблочки. это место, куда мы доехали, опять же, с риэлтором. Такое Оно, прекрасное название, так оно мне нравится, яблочки, но само по себе место вообще не соответствует названию. ну, стоит несколько домов, один из которых вот этот многоэтажка, в которой много квартир, пару машин припарковано и, опять же, пару частных домов вокруг, в которых живут люди там, не знаю уже сколько. В общем, локация находилась на относительном отшибе. Там есть трасса, она ведет в Белград, даже автобусы ходят. Но чтобы до нее добраться, нужно еще прилично ехать по ответвлению в сторону, чтобы заехать в эти яблочки. Или идти пешком, но дорога там нет ничего, вдоль поля. Вот Да. просто трасса и поле, все. И больше всего нам не понравилось то, что там расположение такое, поселение ром, цыган. То есть, в общем, не лучшее место. Да, там вот прям рядом, через дорогу находился дом, который вот полностью был заселен этими Да. людьми и соответствующе выглядел, соответствующе располагался, и нас это не очень устроило, поэтому мы решили идти дальше. Квартира эта приманила тем, что она была в хорошем состоянии, она была с ремонтом.
А, Собственник говорил даже, что он, скорее всего, всю мебель там оставит. Прям вот как вы видите сейчас квартиру, так я все и оставлю там. Вот, а мебель там была хорошая, ремонт хороший, то есть все выглядело шикарно просто. Дом так себе, такой советской тоже постройки, но вот это вот место, в котором он находился, вот это вот расположение рядом с Ромами, в общем, оно перечеркивало все. Цена, конечно, тоже заманивала, потому что мы даже могли приобрести дешевле, и у нас бы еще оставалась сумма, мы могли бы еще купить машину. Вот, но, в общем, не особо нам хотелось там приобретать эту квартиру, но было соблазнительно, потому что цена была хорошая и квартира была в хорошем состоянии. Мы решили что? Мы решили поехать в Ниш и поискать там еще. То есть, Титул. да, еще титул был. Также мы успели посмотреть место под названием Титул. Это тоже не близко к Белграду, но добраться можно при желании своей машиной. А, Час Там от находился, Белграда. да, там находился дом, а не квартира, и хороший такой дом, Да, ничего не дом могу хороший. сказать, с территорией, с зеленым двориком, все с ним было неплохо. Но когда мы стали спрашивать у риэлтора, а как, собственно, добираться отсюда, на что нам был дан ответ, что есть человек в этом поселении, у которого есть машина, и раз в неделю он может с вами любезно съездить до Белграда. А, После этого стало понятно, что транспортная доступность нас тоже не устроит, и мы решили продолжить поиск дальше. То есть это был такой маленький поселочек, а природа там была шикарная. Это была такая богатая природа, там рядом с рекой, там такие огромные деревья были. То есть вот мы ехали, нас риэлтор вез, и если бы просто вез кто-то вот из наших там, ну, близкий, там, знакомый, не знаю, то я бы обязательно попросила, чтобы нафотать там разных видов и потом бы рисовала, потому что природа была великолепная. Но это поселок в хорошем удалении в таком от Белграда и от Нови Сада. Получается, в середине он расположен между Белградом и Нови Садом. Где-то час, а то и больше езды. Вот, и, там нет никакого транспорта, оттуда ничего не ходит. То есть только либо своя машина, либо ты договариваешься с кем-то из соседей. Вот как Никита сказал, то есть зависеть все время от какого-то человека, мало ли зачем мне нужно, съездить в город, да, то есть, ну, это невозможно. А машину еще покупать, у нас уже не оставалось, потому что дом стоил ровно столько, сколько у нас было. Дом сам по себе был хороший, как сын сказал, прям новый, хороший, классный дом. Территория мне не особо понравилась, потому что там не было никакой зелени, сада, просто вот голое место, территория, небольшое, земли почти не было. И она была окружена с трех сторон другими участками, другие дома собственников. И все эти собственники держали каких-то животных, там кур, свиней, то есть был сильный запах. Вот это мне тоже не понравилось. Но это деревня, то есть почти везде в Сербии держат скотину какую-то, выращивают. Вот, в общем, там был плюс классный дом, место было не очень, добираться было неудобно. В общем-то, поэтому мы тоже отказались от него. В Нови мы так и не попробовали доехать, потому что Да, там цены, в написал. общем-то, уровня Белграда, и мы понимали, что если мы здесь ничего не нашли, то и какой смысл смотреть там. Да. Скорее всего, мы бы тоже ничего не нашли, поэтому мы сразу решили ехать в Ниш, третий по величине город. А, Мы приехали, сняли квартиру посуточно и начали искать. Как уже было сказано, у нас был контакт Алексея еще из России. Мы знали, что он этим занимается, и мы к нему же и обратились. Он нам показал несколько вариантов, но так получилось, что первый из них это и был вариант, который мы в итоге купили. А, Мы приехали, на тот момент дом в принципе был готов. В квартире было немножко пыльно после того, как совершили, собственно, отделку. В общем, на тот момент в нише Алексей нам сказал, что в нише сейчас нет вторички такой какой-то интересных вариантов в нашу сумму. То есть нам же тоже не каждая квартира подходила, а именно в нашу сумму. Но были новостройки. И вот первый вариант, который нам Алексей повез, нас показал, нам он понравился. Процесс приобретения был несложный, то есть мы приехали к нотариусу, здесь вся недвижимость оформляется только у нотариуса, только через нотариуса. А, Должны присутствовать переводчик, кто там еще, я уже забыла.
3 года назад было. Переводчик, 2 свидетеля. да, свидетели, ну, как бы продавец и покупатель. Мгм. Вот, мы подписали предуговор, как я уже сказала, потому что это была новостройка, дом был еще не сдан, то есть мы не могли приобрести сразу ее. Заключается обычно предуговор, вносится сумма, а когда дом уже сдается, он готов, тогда можно его купить уже, эту квартиру. Вот, поэтому в 2 этапа у нас оформление было. Наличными оплачивать нельзя. Для иностранцев это нарушение закона, только со счета на счет. Есть вариант, который получается со счета на счет, но выглядит это как будто бы наличными. То есть вы из банка снимаете со своего счета деньги, вот в евро, да, которые мы перевели из Райфайзенбанка сюда в сербский банк. Мы сняли эти деньги, и так как мы могли оплатить в динарах, 60 тысяч стоила квартира, и мы могли оплатить не в евро, а в динарах. И мы могли выбрать курс более выгодный. То есть не в том банке, где у нас пришел перевод, где у нас был счет открыт. Там был курс не очень хороший. Но мы знали в другом месте, где курс более выгодный. С такой суммы это, естественно, хорошая разница будет. Вот, то есть мы взяли ручками, сняли и отнесли в этот менячницу. Там на счет положили и перевели уже продавцу этого, Да. этого дома. Вот, но какой момент здесь? То есть это получается со счета на счет все-таки, несмотря на то, что вы берете руками, эти деньги относите, все равно это со счета на счет. То есть это не нарушение никакое закона. Но у нас возник такой момент, вот о чем я говорила в начале видео, что у нас были мелкие трудности, такие, которые решались, в принципе, за один день. Вот, особо глобальных проблем не было, но были такие моментики. То есть мы сняли эти деньги, несем их отдавать уже нашему продавцу, вот, через менячницу перевести. Приходим в менячницу, отдаем наши деньги, а нам говорят, платеж не проходит. Что-то, какое-то несоответствие счета вашего продавца, какая-то ошибка. Вот, и мы растеряны, а что делать, а какая ошибка? В общем, Алексей позвонил этому продавцу, застройщику, и застройщик сказал, что, оказывается, в банке, он вдруг вспомнил, что в банке были какие-то изменения, там надо было что-то поменять, а он вовремя не съездил. В общем, это его была, его косяк, вот, которые он сейчас быстренько исправит. Ну, конечно же, это не за 1 минуту делалось, а, например, там на следующий день, да, по-моему? По-моему, на следующий день или там через день, я не помню. Вот, но вроде бы ерунда, да, сейчас он исправит, и все будет хорошо. Ну, а нам-то что делать? То есть мы сняли деньги, большую сумму, чтобы оплатить квартиру, и, как бы мы на руках, в рюкзаке несем эти деньги. То есть, конечно, мы в такую попали затруднительную ситуацию, и вроде бы подождать бы до завтра, да, там пойти домой. Ну, конечно же, я сказала: "Нет, это слишком небезопасно, то есть нельзя так делать". И мы просто в результате вернули эти деньги обратно в банк, опять положили на счет. То есть мы их сняли, тут же положили, и на следующий день мы пришли их снимать. То есть все заново у нас повторилось на следующий день. Но, кстати, даже мы не знали в этот момент, что есть лимит вообще-то снятия. И, хорошо, что мы, попадали, то есть мы в эту сумму укладывались, да, по-моему? А Да. если бы это была большая сумма, мы могли бы уже не снять их повторно. То есть существует лимит. Об этом тоже, кто будет покупать здесь недвижимость, узнавайте заранее в банке, какой лимит на съем денег в месяц. То есть хорошо, нам повезло, мы об этом не знали, но нам повезло, наша сумма не превысила этот лимит. Ну, это, кстати, не все, что пришлось менять. Помимо этого, мы оплату производили на основе договора, а в договоре прописан номер счета. Поэтому, если бы мы просто оплатили на другой счет, это была бы какая-то юридическая дичь. Да. Поэтому было принято решение договор переделать. Мы его уже подписали, обязывались оплатить, но делать этого, очевидно, не могли. А, Рассказывать про то, как нам его хотели сделать, или это... Не знаю. В общем, первая затея, скажем так, была в том, чтобы поменять конкретный листок в уже подписанном договоре. Это не наша идея, она просто как-то возникла и обсуждалась рядом с нами. Нам риэлтор пересказывал, что там происходит, но мы сами не очень понимали, как это будет. По итогу, естественно, нотариус сказал, что
вы с ума посходили, я не буду так делать, я не буду расшивать и перешивать договор, мы просто аннулируем тот, сделаем новый. Да. По итогу все было сделано правильно, мы переподписали договор с нужным номером счета продавца и на следующий день пошли оплачивать через менячницу уже успешно. Да, то есть, мы сделали такой вывод, что в Сербии иногда, ну, как-то стараются упростить, что ли, какие-то варианты. То есть, ну, а почему бы и нет? Зачем? Давайте мы выдернем листок, там, поменяем. То есть, ну, нам, так как это касалось большой суммы денег, для нас это серьезно все приобретение недвижимости. И приехав все-таки из России, где все это более серьезно, такие вещи не прокатывают в России, да, то есть нельзя так делать. Это нарушение, так нельзя делать. Вот, и, конечно, в России бы мы так вообще бы никогда в жизни не согласились и, наверное, ушли бы даже от этого нотариуса. Вот, но здесь, слава богу, что вроде бы работники, они сказали: "А давайте мы сейчас так сделаем", но нотариус поступил правильно. Он сказал, что: "Да вы что, с ума посходили?" Нет, конечно, делайте так, как положено. То есть нотариус молодец. Вот, и да, в результате, вот как Никита рассказал, мы просто переделали полностью договор, вот, уже с новым счетом. И, дальше все хорошо. То есть мы так сходили, положили на счет, оплатили, и все, все прекрасно. По итогу, когда дело было сделано, мы решили не таскать 20 килограмм ручной клади и багажа обратно в Россию и оставить ее в нашей квартире, потому что теперь она наша. На тот момент у нас не было еще постоянных ключей. Личинки, здесь кто не знает, ставят такие программируемые замки, которые просто потом меняют ключ, и он становится Да, постоянным. Но я на я тот момент, перебью, потому что дом еще был в процессе стройки, он был не сдан. То есть мы только предуговор оформили, мы даже еще, дом не сдан был. И там ходили строители из квартиры в квартиру, они что-то доделывали там, то в душевой, там, то еще что-то такое, там парапет на террасу ставили, у нас не было еще сделано. То есть дом, можно сказать, почти готов, но строители ходили из квартиры в квартиру, поэтому у нас ключей не было, мы не могли запереть квартиру. Вот, и, да, вот Никита сказал, что там были такие временные ключи. А, нам бы хотелось оставить эту сумку с вещами, там 2 сумки даже, по-моему, мы оставили, вот, чтобы не таскать ее туда-сюда. Но как-то это вообще у меня это в мировоззрении человека, который, жил в России, у меня это не укладывалось. Как можно в открытой квартире оставлять свои вещи, где ходят еще чужие люди, строители туда-сюда. Вот. И мы спросили у застройщика, а можно ли как-то где-то в этом доме оставить? Он сказал вообще просто, он сказал: "Оставляйте у себя в комнате, не волнуйтесь, никто ничего не возьмет". Вот, и вот, да, вот мы действительно рискнули, потому что у меня в голове не укладывалось, ну как так можно? Ну, считай, квартира открытая, может зайти кто угодно, даже с улицы могут зайти, не то что строители, а даже с улицы. Вот, и мы оставили эту сумку, и действительно, когда мы приехали на следующий год, она вот как стояла, где я ее поставила, ее даже никто не тронул. да, а потом, когда мы уже, собственно, въехали в жилье и надо было обживаться, а, встал вопрос, а как, собственно, обживаться. Первое, что нужно было, это где-то спать, и мы Да. поехали покупать мебель, выбрали себе диван. Но дело в том было, что диванов в наличии, которые нам нужны были, не оказалось. Нам предложили его произвести, то есть сделать, ну, типа на заказ, но это не стоит каких-то космических денег, это просто времени требует. А, Но нам нужно было довольно срочно, мы об этом сообщили, что ну, вот нам вообще-то спать негде, вот, как-то побыстрее можно это сделать. Нам продавец вот действительно в этот раз любезно предложил и передал просто матрас, а, Матрасы. Два. матрасы тем более, Два большущих матраса, вот, новых, в целлофановом пакете. на которых Абсолютно мы, новых, пружинных, вот таких толстенных. на которых мы и ожидали, пока к нам диван прибудет. Да, то Это есть мы просто на пол положили эти матрасы огромные и спали вот, вот так вот. Да, это нам не стоило ни динара дополнительно, это просто добрая воля продавца из магазина, спасибо ему за это Да, большое. причем мы его спросили, когда они уже привезли нам диван и забрали обратно матрасы, мы спросили: "Мы должны что-то заплатить за это?" Он сказал: "Не-не-не". То есть они действительно как бы вошли просто в наше положение и просто предоставили нам матрасы во временное пользование. Да, это было, как это, второе открытие после оставленной сумки, что так Да. бывает. А,
Ну, затем была покупка всего остального, что нужно, в общем, Ну обстановка нет, мы еще квартиры. долго не обставляли ее. Это мы уже потом, когда приехали на постоянку сюда жить, у нас было только куплено а, место, где спать, диван вот мы купили. У нас даже не было кухни еще. Мы поставили плиточку, которую мы привезли из России, электрическую. а, Чайник, по-моему, и все, ничего такого. И сделали, просто поставили коробки. Коробки у нас стояли вдоль стены, и мы на них поставили вот эту плиточку и чайник. То есть мы жили в таких спартанских условиях вообще. Только бы вот спальное место у нас появилось. Потом мы, по-моему, уже стали какую-то технику мы приобрели, что-то типа холодильника, что-то такое, стиральной машинки, да, что-то первое мы купили такое. Да, то есть, в общем-то, мы начали жить, чтобы сэкономить, чтобы не платить больше просто кому-то там, чужим людям за съем квартиры. Мы стали жить вот в таких спартанских условиях. Но, как я рассказывала, у нас в нашем доме не только мы одни русские, есть еще одна семья. И вот на тот момент я помню, что а, как я уже говорила, мы всегда экономили, то есть нам никогда не давалось так, чтобы мы прям вот пришли так с широкой руки, там что-то купили, там мы всегда экономили, мы привыкли к этому. Вот, и мы навели сами порядок в этой квартире, помыли окна, помыли полы. И эти соседи, которые вот вторые русские в нашем доме, мужчина позвонил и сказал: это что, правда, что вы уже живете в этой квартире? Мы сказали: да, а в чем проблема? Он сказал: а как вы решили вопрос с клинингом? Вот, на тот момент у меня вызвало это такую улыбку, немножко перекошенную, потому что мне вообще непонятно, что значит вопрос с клинингом. Ну, взяли тряпочку в руки и навели порядок сами. Все, это же наши деньги. Ну, неужели я не вытру окна, не вытру пол, чтобы сэкономить и не платить больше чужому дяде там где-то за какую-то квартиру? Вот, то есть люди все разные, понимаете, поэтому мы сделали так, экономно, и, в общем-то, у нас все получилось. Но человек, вот он так и не заехал до того момента, он жил, снимал в гостинице номер, и до того момента, пока у него там не навели клининг, не вычистили квартиру, он после стройки, он так и не заехал в квартиру. В общем, все люди разные. Да, у нас 16 квартир в доме, из них вот только 2 принадлежат русским, все остальные живут сербы. Да. В общем, вот таким образом мы стали владельцами недвижимости в Сербии. Вот, и, как я уже сказала, через 2 года дом был сдан полностью, мы его оплатили, квартира стала наша. И еще через год, когда сын закончил учиться, мы переехали сюда полностью, вместе еще с нашим котом. И кучей-кучей вещей. Кстати, мне иногда задают вопросы по поводу перевозки вещей. На моем канале есть очень-очень подробный ролик, как мы перевозили наши вещи, к какому перевозчику мы обращались, сколько мы везли вещей и во сколько нам это вышло в деньгах. Поэтому смотрите, вообще на моем канале по поводу переезда очень много роликов, касающихся любого вопроса и перевозки животных, как все сделать, и перевозки вещей, и покупки жилья, и выбора жилья, и где приобрести технику. В общем, на любую тему, как получить медицинскую страховку, поменять права. В общем, все-все-все, что проходили мы здесь, в Сербии, а, вы сможете уже найти на моем канале. Вот, а у нас становится здесь слишком людно, мы будем заканчивать и немножко поснимаем окрестности, покажем вам, как выглядит Нишка баня. Всем пока! Пока-пока.